Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня речь пойдет о новой Ладе X-Ray. Что могу отметить? Машинка мне нравится все больше. Робот приспосабливается ко мне или я к роботу, но сейчас моменты переключения я практически не чувствую, а пассажиры их вообще не замечают. Манера езды с обычной гидромеханики вообще не поменялась, при этом авто явно динамичнее. Судя по заправкам и данным компа, заявленный расход по городу 8-9 литров. Понравились форсунки омывателя, они не струйные, а дают такой микродуш. Вода попадает сразу на все стекло, и расход меньше, и регулировать не надо. Очень нравится родная мультимедиа. Отличный звук с автоматической коррекцией по скорости и внешним шумам. Удобное управление на руле, сопряжение с телефоном. Навигация точная и подробная с предупреждением о знаках и камерах. Вот только с обновлением что-то не задалось. Не опознается модель. Впрочем, все равно в ближайшее время к дилеру за перепрошивкой подсветки панели, заодно и магнитолку обновим. Подвеска тоже радует. После Валка Санта-Фе машинка кажется эталоном управляемости и четкости, независимо от того, какое покрытие под колесами. Вообще, шумоизоляция в машине на уровне. Мотора вообще не слышу. Настолько, что приходится всматриваться в приборку, чтобы понять, заглушил я его или нет. Дорожные шумы тоже почти не проникают внутрь. Читаю сервисную книжку к новому авто. Периодичность ТО 15 тысяч километров или 1 год. Периодичность замены ремня привода вспомогательных агрегатов и его роликах 90 тысяч километров. Периодичность замены ремня ГРМ 180 тысяч километров. Уж не знаю, почем будет у дилера норма час, но чувствую, стоимость содержания меня приятно обрадует. За последнее ТО на Санта-Фе отдал больше 20 тысяч рублей, без ремонтов, только работа и расходники. Вместимость и практичность багажника. Для того, чтобы впихнуть упаковку пеноплекса, не понадобилось даже снимать багажную полку. Если полку снять, то и 3 упаковки войдут. Плохо только, что переднее сиденье не складывается вперед, ограничивает перевозку длинномеров. Впрочем, стремянка и так входит. Понравилось подполье и обилие крючков. Вся мелочевка ушла в подпол, и в багажнике ничего не прыгает. Еще сегодня обратил внимание, что даже в хреновейшую погоду при въезде в лужу не забрызгивает стекла. Санта-Фе в этом плане была грязнулей. Подозреваю, что главная заслуга в этом – губы переднего спойлера. Очень хорошо отсекает летящую из-под колес грязь, и зеркала чистые. А вот боковые стекла из-за наклона заливает сильно. Надо смотреть ветровики. Еще раз подчеркну, что пресловутый робот мне лично нравится. Главное с ним – это поймать алгоритм управления, и езда превращается в удовольствие. А вот на расход горючки он влияет крайне положительно. Новый движок тоже весьма неплох. Особенно мне, прожженному дизелисту, нравится его тягость низов. Езжу как привык. По тахометру, где стрелка редко переваливает за 2-2,5 тысячи оборотов. В общем, машинка у ВАЗа, на мой взгляд, получилась. Внятная, собранная, едет на все деньги. Если каких-то значительных косяков в процессе не вылезет, считаю, что более чем достойный аппарат. Снобизмом никогда не болел, и последнее, на что смотрю, это на шильдик. Машина для меня рабочий инструмент, поэтому покупать стараюсь новые и менять их в тот момент, когда эксплуатационные расходы начинают превышать разумные пределы. Именно поэтому и пересел с Санта-Фе на X-Ray. На сегодня это все. Спасибо за внимание и удачи на дорогах. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе последних новостей автомобильного мира.